Друзья, здравствуйте! Добро пожаловать в 56-й выпуск 5-го сезона «Пути со дна» с прокачкой с нуля в Escape from Tarkov. Выпуск поддержали финансово Тошич, Стефан, Боник Forever и Никита. Большое вам спасибо за мат-поддержку. Будьте здоровы. Я не любитель ПВП в Таркове, но иногда по квестам необходимо переключаться с ПВЕ и лутания, так что без необходимости меня палкой не загонишь на тот же завод, например. Насчет железа перечень на экране, а насчет настроек напиши в ВК или просто в комментариях. Я их все равно все читаю и обязательно отвечу. Всем приятного просмотра. Так, прапор по красоте мне возвращает кое-какие шмотки, довольно-таки неплохие. Благодарочка. Сегодня в выпуске я продолжу выполнение квеста «Реникатам тут не место». Мне осталось всего 2 рейдеров убить в подземном штабе резерва, одного дикого убить в подземном складе резерва. С борьбой с вредителями у меня что-то как-то не очень дела идут. Пока всего лишь 3 в районе казарм у меня диких на резерве настреляно, еще 7 целых надо. В прошлом выпуске мой план сработал неплохо, поэтому сегодня продолжаем идти на резерв в ночное время. И если мне ЧВК или босс с кучей свиты не помешают, то я думаю, что сегодня вполне хорошие шансы добить эти квесты. По крайней мере, парочку из них точно. Делаем так. И походу сразу же вниз пойдем. Вот тут недалеко. Пойдем, наверное, через медблок спущусь. Там мне удобственнее будет. В подземку буриться, да? Вот так вот. Здравствуйте. Аугументин. Аптечка. Пошел, который за рейдерами, да? Вроде никого. На первый взгляд. О, они есть. Зашибись. Даже без рычага. А, черт. Один. Ты тот, кто мне нужен был, скажи. Нет. Они на левой стороне где-то. Давай докинемся тогда и попробуем пушануть немножко. Пока рычаг дергать... А вот они стоят, да? Блин, зараза, ослепит же. Давай попробуем. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Один.
Лечи, лечи быстрей. Ничего себе, мне досталось нормально. С одного выстрела в живот, да? Рип, походу. Так, мужик, давай вот так сделаем. Твою мать. Елки зеленые. Срочно лечиться надо. Ух, нифига себе. Так. Это уже хорошо. Это уже целое дело сделали. С рейдерами покончено. Ё-моё. Вот это тебе, вот это. С утра пораньше. Вместо кофе, да? Так, надо живот пришивать, пока у меня... А то расход вообще бешеный, смотри. Тут 11 гидрации, 13 энергии. Жестко, жестко. Ну вот, остается мне только на казармах, получается, 7, и одного всего лишь в депо. Сейчас посмотрим казармы, потом пойдем в депо. Давай патроны докидывай, братан. Посмотрим казармы. Да-да, нет-нет, сходим в депо, одного добьем. И все, мне в таком случае, если там в депо добью, можно будет вообще туда уже больше не идти. И совершенно спокойно уже можно будет чисто в районе казарм смотреть, да? То, что нам надо. Так, 10 ПСок на днище и сверху БП насыпаем. А можно было побольше. Ну ладно, бог с ним. Сейчас посмотрим, может еще с них патроны какие-нибудь вытряхнем. Все отлично, как новенький. Так, показывай красоту свою. С ЛЦУ идет. ТТ с ЛЦУ. Пойдет. Вот этот дал мне, да, ну риповские патроны. Я так и понял, в принципе, сходу. Вот и рюкзачок у нас есть теперь. Этот с аужиком типчик. Походу какой-то слабый патрон. Ого, у него бастион какой. Хороший, красивый. Так вот сделаем. ФНЖ патрон.
Да, интересует. Сейчас этого еще доберу. Вот сейчас можно было бы еще раз подать питание. А, это ЧВК был, оказывается. А как он здесь оказался? Его же здесь вроде не было. Разве нет? Хз. Мы можем, кстати говоря, в его бронеразгруз переехать, потому что он классом выше, во-первых. Во-вторых, очков брони больше. Качество материала лучше. Правда, он менее вместительный. Так, стальной шлем найти и передать, говорит. Есть ли смысл забирать его? 2 шлема таких надо. Давай заберем. Может, дейлик сегодня закроем. В прошлый раз второй тройник я так и не нашел. Может, в этот раз повезет. Есть питонство. Тоже такой же с аужиком. Опачки, сардины. Значит, свои можно выкинуть куда-нибудь. Вот так вот. Патрон, скорее всего, тоже. Да. В армажике или что-то в этом духе, походу. В армажике. Так, ладно, хорошо. Вот в таком случае, если я сейчас дерну рычаг, то, возможно, еще пачка рейдеров подгрузится. Но проверять я, конечно, не буду. Мне они уже не нужны. Я пойду в казармы. Пойду потихонечку своих дикарей там кошмарить. Продерживаться, так сказать, своего плана, да? А вот насчет переодеться, наверное, все-таки стоит. Что там у него по вместительности вообще? Блин, вообще скромно, да? Ладно, ничего страшного. Как-нибудь переживем этот момент. Блин, и все забрать охота. Пару гранат некуда впихнуть, говорят. Давай, что ли, вот так тогда сделаем. Вот так вот. Все. Идем смотреть дикарей. И тишина. Ладно. Все равно меня в первую очередь, честно вам скажу, интересует больше ангар, потому что там всего один дикий у меня остался. Туда я, пожалуй, и пойду.
Начало. А потом с ангаров. Посмотрим, что дальше будет. Если живой отсюда вернусь, то я спокойно тогда в сторону казарм, наверное. Или можно будет на коней пойти тогда диких, что ли, пострелять, чтобы они в той стороне у меня поспавнились, да? Ладно, сейчас решим. Что да как. Дикий забежал, надеюсь. А не свита какая-нибудь. Давай-ка, наверное, лучше буду продерживаться в каких-то укрытий. Справа видел на платформе. Вон он, ебашь его! Вроде дикие обычные. Ну их тут куча целая, капец. Блин, не выходите из подземки. Все. Отлично. Это был последний. Вот такой рейд мне по душе. Вышел, и рейдеров тебе куча. И тут кто нужен есть. Даже двоечка была. На ПС-патронах, правда, будем двигаться. Но ничего страшного. Теперь можно... Что можно? Надо попить найти что-нибудь. Еда есть? А то пока с выбитым животом ходил, весь вытек нафиг. Сейчас мы вот тут провизию поглядим. Он, по-моему, вниз сюда спускается. Ну ладно, пусть идет потихоньку. Попить, попить, попить. Отлично. Горошек тоже там немного гидрации дает. Сейчас сверху соком зальем. И хватам бы нам до конца рейда, да? А, надо еще один стальной шлем посмотреть. Можно же будет дейлик закрыть, если второй найду. Дикий приперся. Вот теперь, когда вы мне не нужны, вы тут по 3 человека сразу ходите. А куда ты? А вот он. Вот он. Бахнул, успел. Так, ладно, я хотел посмотреть этот самый шлем стальной. У этого, по-моему, тоже не было. Да, этот голенький.
Направляемся теперь в сторону казарм. Посмотрим, что там у нас будет. Ух ты, а тут уже светлынь, светло, да? Базару нет, ты не вовремя подошел. Кипарик. Еще кто-то слева, по-моему, шагает. Шумим, конечно, не по-детски, но я думаю, что локация полупустая. Я просто хотел что сделать? Хотел вот эти вот мелкие все пересыпать там в большой этот самый тритон, или как он называется? Не тритон. В жука пересыпать. А что у меня получается? Аптечки не было на быструю, что ли, руку? Нормально. Вот так вот. Еще даже место осталось. Ух, блин. А вы что, меня теперь не выпустите отсюда, что ли? Я их и не вижу-то там особо. Пара патронов осталось всего. Вот злой какой, а. Вот он! Сколько же вас много, пацаны. Сколько же вас много, и вы вообще ни один из вас не там, где нужен. Кроме одного, конечно. Так, ладно, я почапал в сторону казарм. Надеюсь, там кто-нибудь заспавнится. Я уже целую кучу тут диких перебил. Давай, Тарков, елки-па... Ох ты, мать твою. Кучу перебил, но не всех. Что, говорит? Пиздюк! Козлина. Руку выбил, зараза такой. Не в тему, вообще не в тему. Надо пришивать. Так, ну значит сейчас пришиваем руку, смотрим казармы и просто валим с локации. Я что-то не знаю, такое подозрение, что там не будет никого на казармах. Но очень хотелось бы, чтобы хотя бы пара-тройка была диких.
Че, я зря возился там, что ли, на платформе этой всей фигней? В подземке все перестрелял, на платформе все перестрелял. Неужели сейчас не будет никого на казарме? Не видно и не слышно никого. Вот такой вот юмор. Они все, которые в казармах были, они все, походу, и спустились ко мне сюда, да? На подземку. Досадно, конечно, досадно. Ладно, тогда, знаешь, что делаем? Включаем питание и выходим через D2. Не будем тянуть. Кота за яйца, как говорится. Вот про этого я думал, что это этот самый рейдер. Вот теперь наоборот, мне надо как-то я дерну рычаг, чтобы никто не подспавнился, никакие тебе эти самые рейдеры. А вроде тихо. Пойдем, выйдем, закроем хотя бы имеющиеся пару квестов. В любом случае, мне придется снова возвращаться на резерв, так как это не последние квесты, которые я тут выполняю. И на казармы нам в случае еще выпадет точно сходить. Просто жаль, конечно, то, что этот квест привязан к открытию квеста убийства глухаря, да? Но ничего не поделаешь. Просто у меня обычно с боссами отношения такие, что я их случайно убиваю, когда они не нужны по квесту, и потом сразу же мне квест выдается практически. Как-то так. Зато мне не нужно будет спускаться потом сюда в подземку вниз, да? У нас тут пару ячеек есть еще. Челоботы где-то возятся, походу. Может, что и посерьезнее там. Может, рейдеры наверху, кстати, возле поезда, да? Появились. Флешку нашел. Прикольно. Ну все. Да, там на поезде возня какая-то нездоровая. Развлекайтесь. А я погнал домой. Ой, по опыту сразу, да, ощущается 11600 почти опыта. Итак, 3 рейдеров, говорит. ЧВК застрелили рейдеры или дикие, я что-то так и не глянул на жетоне. 20-очка в итоге. Он убит стервятником. Стервятник — это у нас рейдер. На рейдера нарвался Быровец.
Значит, БП-патроны мне больше брать негде, и крафтить это долгая вся песня, поэтому я просто ПС-ок себе докупил, да и все, ПС-ками зарядимся, и будем долго и счастливо, надеюсь, жить. Итак, поехали. Ренегатам тут не место. 5 рейдеров мы добили в подземном штабе резерва, можем закрывать эту задачу. Выдает теперь квест «Документы». Мне нужно военные документы, одни, вторые, третьи на резерве забрать, и все эти 3 документа лежат внизу, опять же, там на рычаге в бункере. Закрываем квест «Безопасный коридор». Убили диких, в подземном складе резерва 10 из 10. Готово. И попутно у меня путь выживальщика боевой медик квест закрылся егерю. Мы достигли 5 уровня жизнеспособность нашего персонажа. Вот это сюрприз, конечно. Путь выживальщика торчок. Я, оказывается, не делал этот квест. Мне надо убить диких в лесу, находясь под эффектом стимуляторов 15. Я думал, что этот квест где-то уже далеко пройден, а нет. Но это все чуть попозже. Раз я уже заряжен, давай тогда сходим на резерв еще раз, спустимся снова в бункер и попробуем вынести документы для прапора. Нам нужно 3 папки в штабе бункера внизу, где дергают рычаг. Если заберем папки, то сразу же пойду на выход, не буду выпендриваться. Так, вот так вот. Автомат. И... понятно. Черт знает, где появился, на другом конце карты. Елки зеленые. Ладно, мы тогда, наверное, пока добежим до казарм, уже и дикие подспавнятся. Может быть, зато у нас будет вариант подстрелить дикарей, да, на казарме? Кто его знает, когда он моргает. Ну, пока тут никого нет из диких. В наглую пробегу. Тут короче шаг. Надо дать диким заспавниться. По-любому. Ну давайте, братва, спавнитесь. Как раз я здесь потусую, чтобы они у меня тут не наспавнились. А там, на той стороне, да? Сколько им там? Минуты 3, наверное, хватали те? Или 2? Наверное, минуты 3 надо ждать. О, все. Слышу, слева дикий уже бурчит. 37 с половиной. Ну, короче, минуты 2-2,5 от старта, да? И дикие на месте. Давай пробовать. Это что за... Это не свита случайно? Что-то какой-то лютый выбежал. Или это вообще ЧВК? Не понял. Продай iPad, купи травмат.
На вертолете есть, пацаны? Матерятся. Ну, давай попробуем. Может быть, если нашуметь в районе казармы, подтянутся сами потихонечку. О, то, что надо. Тут не видать. Тут не слыхать. Может и правда бахнуть с чего-нибудь надо погромче. Глупо, конечно, вот так выходить, согласен. Но мне можно, я ПВЕшник. В момент блоки возник какая-то. Ну чё, давай тогда попробуем просто тут, что ли, потеряться. Посмотрим вот эти вот всякие оружейки. Чисто ради интереса, да? А то я в прошлый раз пробежал по квесту, их не посмотрел. В этот раз что-то хожу на резерв и ничего не смотрю. А вам же интересно, скорее всего, да? Ну, вот такого, в общем, добра тут полно. Это хороший лут. Где-то в начале вайпа, да? Все вот эти приклады и прочие примочки. О! Братюня сюда идет. Прям ко мне идет. Пацаны! Я специально подождал, пока он стрельнет, чтобы он нашумел. Может быть, кто еще из диких подтянется. Хорошо не по челюсти попал, да? А, вообще не попал. Так, пойдет. Это у нас борьба с вредителями 4 из 10. Засчитано. Пойдем пока дальше оружейку посмотрим. Так, тут у нас тишина наверху, похоже, на самом. Эти оружейки посмотрим. И пойдем потом в соседнее это здание. Белую пешку, да? Я же в черной пешке. Блин, не помню. Путаюсь я, короче, в них.
Непонятно. Вот они, глушители. Пламегасители. Не самые дорогие, конечно. Ё-моё, какой ядовитый цвет. Что-то мне послышалось, по-моему. Еще глушитель. Ну, короче, тут на крышах тоже, смотри, ящиков полно. Курточки висят. Палатки и всякое прочее добро. На резерве и правда можно походить, полутаться вкусно. Даже за дикого. И при этом не заходя в какие-то горячие точки, да, чисто по крышам прошвырнуться. Так, а скажите-ка мне. Где этот выстрел был? Слева я лязг слышал. Там до сих пор что-то происходит, что ли? Показалось. Давай туда, в эту казарму. Он отсюда вышел или сюда зашел, интересно? Ладно, давай тогда в ту сторону оружейки глянем, и оттуда мы спустимся через подвал точно так же. Заберем документы, если там тихо будет. Дернем рычаг и пойдем на Д2. О. Фриз хороший был. Что-то там, кто-то там, где-то там тихо там спавнится. Нет, ключи себя по луту, честно говоря, абсолютно никак не окупают, не оправдывают. Ну, есть, конечно, лут, но это же смешной лут. А если еще и учитывать, что ключи с ограниченным количеством использований, тем более. Глушители 1025, может, стоят. Вот это, может, что-то стоит. Ой, я думал, тут ящик какой есть. Тут картотека только. Блин, не повезло. Всего лишь один дикий зарейд. Ну, можно, конечно, засесть, как рекомендовали. И причем не только в комментариях. Пацаны писали. Но есть, говорят, хороший вариант. Взять и где-нибудь там, то ли в сортирах засесть, то ли вот здесь, в помещении. Я на твинке, знаешь, как делал? Я это совмещал еще, когда с дробовика 20 диких надо было убивать. Я просто садился вот в этой комнате. И ждал, пока они вот здесь будут появляться. Но это нереально выполнить, когда мало людей на локации. Потому что
Ну, диким у них же ограниченное количество слотов спавна. А когда там на локации где-то их дербанят, в подземке, там шум, когда стоит на платформах. Тогда здесь хорошо они спавнятся время от времени на самой казарме примерно, и на вертолете. Ладно, давай посмотрим, что тут у нас. Так. Судя по топоту, это ЧВК. Но могу ошибаться. Нет, это дикие. Это обычные дикие. Это даже хорошо. Так. Поехали, чё? Вот эти документы мне нужны. Раз. Вот эти документы нужны. Два. Магазин докинем. А то мало ли что, да? PS-патрон дешевый, можно смело его даже в подсумок не убирать. Я его так для приличия, можно сказать, убрал. Вот так вот. И третьи документы. Вот здесь. А, вот они. 3. Зашибись. Все, что мне надо, я забрал. Могу теперь подавать питание и уходить через D2, в принципе. Оу. Так это что, рейдер, что ли, был? Пацаны, это, скорее всего, рейдер был. На рипах. Да, 100% это рейдер был. Вы что, рейдеры, что ли? Вот этот нет. Ёлки-палки, значит, еще где-то пара рейдеров, что ли? Ладно. И сидят где-то молчком-сапком, да? Я их не слышу. Это тоже не рейдер. Хотя... Вторая волына, видал, что? Вау, вообще. Так это с ЧВК он снял. Он без галочки даже.
Значит, где-то размотанные чевыки лежат. И, скорее всего, двое этих рейдеров. Вовремя я сюда пришел, слушай. Приди я сюда раньше. Возможно, пришлось бы мне возиться с ЧВК, еще и с рейдерами. Где он, интересно? Он же там не разлутанный. Грустный. Вот он. Это рейдер. Это что? Нет, это тоже рейдер, кажется. Разлутанный рейдер. Вот они, рейдеров нашли, короче. Где-то еще чевок, значит. Либо чевок забрал пушку рейдера. Такое, короче, есть предположение. Забрал пушку рейдера. А, вот он лежит красивый. Все, все, отбой. Тигр убил его. Его рейдер убил. А не дикий. Его как раз последний рейдер, которого я убил, похоже. Подстрелял. Ну вот, да, вот и добро все это, короче говоря. Интересно, унести мне это все вариант. Паракорд в кармане. О, вовремя. Нифига он набрался, дря. Но мы это все можем унести спокойно, потому что я, скорее всего, вот эти вот глушители дешевые повыкидываю сейчас. Тут вот так, например, сделаем. Это нам не надо. Мана-мана. Так вот, что ли, брамет заберем, вот это заберем, гранаты заберем, это заберем. Это можно сюда куда-нибудь прицепить. Так. А мешок у меня? Да нет, не поместится. Так, вот эти вот мне еще надо будет шлемаки забрать, да? Вот эта фигня ничего не стоит, можно не переживать. Так, 3 ячейки еще надо. Вот это без галочки можно выкинуть, я считаю. Это заберем. Ну, вместо бинтика. Вот так вот. Красиво. Красиво. Трупер можно было бы еще забрать, кстати говоря. Но уже некуда. Ладно. Пришел после драки. Собрал вершки. Оставил корешки. Можно идти домой теперь смело. Что там на пистолете, наверное? Нет, нормально все. Ужас, как с такой пушкой играть? Она же агли. Пиу, еще так долго в прицел входит, капец. Везет мне на ЧВК, кстати говоря. Нормальные ЧВК попадаются, но при этом они откисают от диких там, от рейдеров, точнее. И
И мне достается просто лут. Добить одного там, двоих рейдеров, да? И просто лут собрать. Показалось, тротил лежал. Ну все, поехали. Что там? Конява. Коняву пропустил. Коняву. Тут, по-моему, еще что-то. А, тут еще и ночнушка у него на лбу. Во лбу, говорит, звезда горит. У меня вообще вон мощное оборудование. Открывай калитку. Все, пошел я домой. Одного дикого только на казармах подстрелил, но зато папки для прапора вынес с локации. 25,5 минут, 4400 примерно опыта. О, почему мне... Уа, это первый, которого в голову я дострелял. Я же говорю, это рейдер какой-то. Я подумал, что это свита, а это, кажется, рейдер наверху на вертолете там терся. Значит, пачка рейдеров вверху была и пачка рейдеров внизу была. Нормально, нормально. Трофеи довольно неплохие, в том числе вал. Но вал, у него состояние, смотри, не алё. Да и вообще вал ВСС сейчас, вы сами знаете, наверное, видели видосы. Пацаны не могут выпустить больше одного магазина длинной очередью. Он, короче, клинит, что-то какие-то поломки постоянные. Вообще ненадежное, сильно ненадежное оружие стало. Все документы на резерве я надыбал. Первые, вторые, третьи передаем. И все, квест завершаем. Награда вообще не алё, но это один из первых квестов, которые можно было закрывать. Просто я не ходил на резерв. В следующем выпуске лучше сходим на лесок. Подышим свежим воздухом, попробуем закрыть квест торчок. А на сегодня у меня все. Всем спасибо за просмотр, надеюсь, выпуск вам понравился. Отдельное спасибо за поддержку, пальцы вверх и добрые отзывы. Всем приятной игры, хорошего настроения, до следующего выпуска. До свидания.